Всем привет! В следующие 6 дней я планирую посетить 5 стран, 5 разных футбольных матчей, 9 сборных, 2 раза схожу на Италию, 1 раз в гостевую. В общем, я думаю, будет насыщенно и интересно. Сегодня лечу в Копенгаген, столицу Дании. У меня появилась премиум-карта одного из банков, а это дает доступ к бизнес-лаунжам аэропортов. Говорят, там классно. Сейчас впервые пойду пробовать. С учетом того, что у меня более 100 перелетов за последние годы, странно, что я не сделал это раньше. Так, первый опыт мне нравится. Тут кормят. Так, скромненько, правда, с утра. Но приятно. Можно зарядиться, есть удобный уголок с мягкими креслами. В общем, пока приятный опыт. Обычная цена-качество на еду в аэропортах оставляет желать лучшего. И я раньше старался поесть перед аэропортом. Но теперь я буду ездить в аэропорт, чтобы поесть. Возможно, впервые лечу компанией Норвегия. Перелет в Копенгаген стоил 38 евро. Можно было долететь и за 15, но надо было улетать в 6 утра. Я такое не люблю. Так что это тот случай, когда лучше переплатить, но полететь с комфортом. Ну, тем более разница не такая уже большая. Компания Lego из Дании, поэтому прямо в аэропорту нас встречает магазин с конструкторами. Я иду по линии выхода, но вот почему она уходит направо, а потом налево? Что вообще за траектория такая? Кто это рисовал? С каких-то аэропортов вообще нормально не уехать, а вот с труб в Копенгагене тут и автобус-центр, и поезд, и метро. Выбирай все, что хочешь. Взял себе за 11 евро проездной на весь день и поеду в центр на таком поезде региональном. Ну, люблю поезда. А проездной на день это как 3 обычные поездки, поэтому я решил, что надо брать. Хорошее предложение. Вокзал Копенгагена. И вот мне кажется, что этот поезд проектировал кто-то из Лего. Очень такая необычная кабина. Но вообще Дания в основном из такого кирпича, мне кажется. Основное здание вокзала выглядит достаточно атмосферно. Там витражи с эмблемами городов, куда, видимо, отсюда можно уехать. Я в Дании уже не впервые, но конкретно в Копенгаген я приехал первый раз. И вот прошлая поездка я прям был расстроен, что я не посетил Копенгаген, и вот компенсировал. Вот сразу на выходе с вокзала видно, как я понимаю, здание ратуши и парк развлечений Тиволи. Прям в центре города он, но вот с такими качелями. Но отзывы так себе от знакомых. Говорят, что тратить на него время не стоит, вход платный, а я люблю парки развлечений посерьезней. Там, где крутые качели крутят, вертят. Ну и вот сразу сочетание старой архитектуры и новой. Мне такое нравится. Сразу на выходе напоминание о том, что то мясо, которое вы едите в Макдональдсе, не только, это все-таки живые существа. В Дании большой тренд на вегетарианство. Я уже лет 15 вегетарианец. В общем, я тоже хочу вам об этом напомнить, что правильный путь — это вегетарианство. Вот такой вот Копенгаген, приветливый город. Сразу какие-то свиньи встречают, жесты неприличные демонстрируют. Это площадь Данды, в принципе, даже не объясняют особо, почему тут так. Но вот там изобразительный музей Карлсберга, музей искусств. Того самого, который пиво Карлсберг создал. Может, протест как-то туда направлен? На таких лодках проходят экскурсии по Копенгагенским каналам. Говорят, кстати, до вас довольно интересно. Это замок Копенгагена. Ну, замками, я думаю, вас не удивить, они повсюду. И вот каналы проходят через город. Это местная ратуша. Кстати, ее вот так вот по маленькому красному кирпичику складывать. Неудивительно, что тут Лего придумали. Вот трубачи с лурами. А это отель тоже, посмотрите, весь из кирпичиков сложен. Тут музей Ганс Кристиан Андерсена, потому что он творил в Копенгагене свои, ну, достаточно невеселые сказки. Ну и, конечно же, украинский флаг. Атрибут практически любого датского города. Вот 2 года назад я тут был, были украинские флаги. Ну и сейчас у нас не забывают. Приятно. Вот такая вот одна из главных площадей Копенгагена. Это улица Строгет. Главная пешеходная улица Копенгагена. Самая длинная улица Копенгагена.
А вот это вот фонтан Каритас. Он тут с 1608 года. Представляете, 6-километровый водопровод протянули, чтобы он функционировал. И он символизирует доброту и милосердие. Вот тут есть скамейка для тех, кто хочет немного возвыситься над остальными. Ну, у каждого бывает иногда такое желание. В Копенгагене огромное количество велосипедистов. Велотрафик просто зашкаливает. Наверное, больше велосипедистов, чем машин ездит. Ну и, конечно же, дети тоже с детства на велосипедах. А вот люди левый поворот ждут. Все очень организовано, очень много велодорожек. Вот уже замечены фанаты сборной Швейцарии, но и швейцарцы, и Дания в красной форме, так что сегодня стадион будет абсолютно красный, как я понимаю. Дания, как и Норвегия и Швеция, считается достаточно дешевой страной. Тут кроны, как и в Норвегии и Швеции. 1 евро это где-то 7,5 крон. Запутывают людей. Такое очень базовое меню в Бургер Кинге стоит 119 крон, это где-то 16 евро. В кебабных чуть-чуть дешевле, но не намного. Я когда планировал поездку, посмотрел, в Копенгагене была куча разных опций жилья, но я обычно бронирую уже, когда нахожусь в городе, и вот я вчера посмотрел, что сегодня вообще все очень грустно, и самое дешевое жилье было там порядка 90 евро, и еле-еле удалось выловить хостел, который, видимо, кто-то отменил бронирование за 38 евро. Но зато я вам покажу, что такое датский хостел. Вот это все, это здание хостела, как я понимаю. И внутри там тоже должно быть неплохо. Рейтинг 8,3. Покажу вам. В общем, проходишь чек-ин. Есть рабочая зона, зона питания. В общем, все как, в принципе, в отелях. Куча людей. Есть зона отдыха. Тут даже есть тренажерный зал и бассейн в этом хостеле. И сам чекинишься и получаешь ключ. Ну, как бы вот он тут бассейн, тут тренажерный зал, там игровая зона, зона отдыха. Причем, ну, это уже далеко не первый раз я встречаю хостелы со своими бассейнами. Сразу вас тут готовы развлекать. Вот программа на эти дни. Есть бесплатные пешие туры, есть прогулки вечерние по барам. В общем, вы тут сразу можете себе, если что, найти компанию. Ну, если вы, конечно, не спешите на футбол. Что можно сказать, рум-тур. Заходим в комнату. Вход по карточке. И это комната на 6 человек. Вот тут есть ящички, если вы хотите что-то очень ценное положить. Вдруг вы не доверяете. Но, в принципе, люди оставляют свои вещи и не парятся. Вот, типа, вид из окна. И вот моя кровать. Такая капсула. Все постелено, чистенько. Розеточки есть. Полотенечко ждет. В общем, все выглядит достаточно неплохо. Ну, вид из окна на речку. Ну, неплохо, неплохо. Вот он. Общий вид комнаты. Скорее всего, 2 душевых. Так, тут у нас душевая. Нет, душевая одна, но я встречал хостелы, где 2 душевых. Ну, вот такой вот он. Датский хостел. И, ну, за 38 это очень неплохо, потому что бывало, меня жизнь заносила в Италии, там, в хостелы по 70, по 80, которые там в 10 раз хуже. Но когда очень большой спрос, люди этим пользуются. Какая альтернатива? Ближайший адекватный вариант был за 120 евро, но я в номере проведу, наверное, там 7 часов, когда буду спать. Поэтому то, что тут еще пару человек, и то не факт, что все будут, как бы не сильно напрягает. Я же на самом деле со вчера почти не спал толком, поэтому прилег чуть отдохнуть. Такая удобная кроватка, подушка. Наверное, больше, чем путешествовать, я люблю просто лежать в кровати. Ну и надо чуть телефоны подзарядить перед матчем. Время двигаться к стадиону, и, конечно же, я решил, как настоящий датчанин, ехать на стадион на велосипеде. 6 евро, 2 поездки по 30 минут, но тут очень плотный трафик. Тут специальные полосы, отдельные светофоры. В общем, тут еще, наверное, надо получать какие-то специальные велоправа, чтобы в таком трафике уверенно себя чувствовать.
Вон уже виднеется стадион. Но посмотрите, как это круто. Вот это просто парк. И тут газон, и очень много футбольных ворот. То есть кто угодно может прийти и поиграть в парке на газоне с хорошими воротами в футбол. Ну вот, представляете, как классно детям, когда ты можешь приходить и играть в таких условиях. А вон какой-то, видимо, госпиталь с вертолетной площадкой. Ну, в общем, Копенгаген крут. Ну и вон, собственно, там играют молодые футболисты. В общем, создаются все условия для того, чтобы таланты росли. А потом сборная Дании показывает хорошие результаты. Но это же не просто так, это большая работа над этим. Тут, судя по всему, перед матчем серьезно готовились фанаты. Куча фудтраков, каких-то развлечений. Ну, я все пролежал, знаете, ключевая ошибка ложиться днем, чуть-чуть полежать. И от развлечений пока что остались только их последствия. Ну, помните, как в Германии тоже все выставляли. В общем, но думаю, что тут было ярко. Тут были, наверное, песни, пиво. Как в Италии перед матчем все заставлено мопедами, так в Дании перед матчем все заставлено велосипедами. Ну, довольно серьезная очередь на вход, поэтому, наверное, надо уже двигаться к своему гейту, потому что она прямо аж вот там вот где-то. Ну, да, вот очень гостеприимные датчане. Там, короче, стоит огромная очередь вот в С9, мне в С9 заходить. Но тут еще правый вход в С9, и сюда никого нет, типа. Вот так вот надо уметь чуть-чуть посмотреть по сторонам. Довольно легкий, приветливый контроль и скан билета, и я на стадионе. Если вдруг кому-то холодно, есть окно в футбол, можно смотреть через окошко. Но не забывайте. Вот нормально, Карлсберг сделал автомат для пивного самообслуживания. Да, уменьшает очереди. Ну и популярна тут стандартная предфутбольная ситуация, очереди в бары. Но тут вот люди, кстати, попкорн берут. Я не знаю, когда вижу на стадионе попкорн, мне кажется чем-то немного странным. Ну что ж, я захожу на паркинг стадион. Вот так. Впечатляет, как для маленькой Дании. Современный, достаточно большой, близко к полю. Я думаю, что сегодня тут будет очень атмосферно. Все готовятся к матчу, фанаты достали флажки. На поле тоже флаги, тут какая-то надпись, возможно, даже неприличная. В общем, подготовка полным ходом. Вот там вот в углу это гостевой сектор сборной Швейцарии. Стадион Паркен – это домашняя арена клуба Копенгаген, и тут большинство своих матчей играет сборная Дании. Он открыт в 1992 году, вмещает 38 тысяч человек, и это мой 86-й стадион в 17-й стране. Гимн Швейцарии. Матч начали, достаточно мощная поддержка домашних фанатов, поют, ощущают каждый момент, опасно было. 0-0 к перерыву, в принципе, ожидаем еще для игры таких сборных, много борьбы в центре поля, много всяких комбинаций, мало острых моментов. Из приятного на поле два игрока Болоньи, один бывший игрок Торино, сейчас игрок Бетиса. В общем, ждем второй тайм. Фанаты весь первый тайм активно поддерживали свою команду, барабанили, я не знаю, 5 барабанов, в общем, атмосфера по-датски футбольная. Дания забивает первый гол. На поле жарко.
общем, Даргу только вышел на замену и буквально через пару минут забил, но после там понеслась неспортивное поведение. Судья всем навешал желтых карточек так вдоволь за суету на поле. Ну что, Дания забивает второй, но Швейцария играла в девятером, потому что одно удаление было по игре, а второе за неспортивное поведение. Что, 2-0 Дания выиграла. Неудивительно. О, пошли с фанатом Чира выкидывать. На память сувенира приятно. Ну а что, как бы, мячи недорого стоят по меркам футбола, федерации. Вот такой сувенир. Хорошая всегда идея. Ну и вторая красная карточка была совсем не обязательная для Швейцарии. Ну вот так вот. Дисциплинарные проблемы потом сказываются на результате. Ну прям по всему периметру поля они раскидывают мячи. Но вы знаете, билет на этот матч стоил 55 евро. Причем практически любой, по-моему. Вне зависимости от места. Поэтому для Лиги наций, ну, это достаточно высокая цена. Понятно, что в Дании высокий уровень жизни, и этим, наверное, она обусловлена. Но такие деньги можно и мячи пораскидывать фанатам после матча. Ну, вот эта вот часть стадиона, я понимаю, что он многофункциональный. Вот, наверное, там тренажерный зал, тут бары, выше, видимо, офисы. Причем стадион вне футбольное время тоже несет какие-то функции. В принципе, наверное, это правильно. Глупо, когда такие махины стоят практически весь месяц, там пару раз в месяц используются. Но тут есть функционал, совмещают приятное с полезным. Конечно же, после матча тоже людей кормят вот с таких вот штук. Хот-доги по 6 евро. Ну, в принципе, как для Дании, мне кажется, очень хорошая цена. Иду я со стадиона, тут какие-то символы знакомые. Открываю Google, прям в Гугле написано, что это датский орден масонов. Очень тайная организация. Ну, мне кажется, что это какая-то коммерческая, ну, хотя не знаю. Те ли самые это, или это кто-то пользуется популярностью. Ну, вот в открытую, орден масонов. И в Гугле, и в символах, и как бы не скрываются. Заходи, и даже фотографии из того, что тут внутри. Ну вот это вот все здание, это орден масонов, это хороший район. Как я понимаю, Дания богатая страна, датские масоны, наверное, тоже люди не бедные. И у них там еще сзади, как я понимаю, большая территория. Ну и все на велосипедах в любое время. Уехал я со стадиона, конечно же, тоже как датчанин на велосипеде. Ну, посмотрите, вот у них есть специальные велосветофоры. Вот этот маленький, это чисто для велосипедистов. Рубрика «Индекс кебаба». Ну, вот такой набор, 10 евро. Ну, не знаю, мне кажется, это не лучшая будет фалафель в моей жизни. Попробуем. Плюс еще я заплатил, он сказал, что баланс не прошел, он мне деньги списал, и я второй раз заплатил с другой карты. Либо он ее кинул, я дважды заплатил, либо мне вернутся деньги. Еще немного про цены в Дании. Вот это сетевой магазин 7-Eleven. Я взял бутылочку воды просто 0,5 и Твикс. И отдал за это только что 7,5 евро. Ну окей, локация может туристическая, поэтому может не во всех 7-Eleven такие цены. Все равно 7,5 евро за вот это в магазине. Не знаю, может это радужная штука должна была намекнуть, что там со мной поступят некрасиво. Но вот такие датские цены. Возвращаюсь к хостелу, тут что, народ сидит, отдыхает, общается. Что, ну не у всех туризм это сломя голову носиться по стадиону, кто-то просто не спеша получает удовольствие от общения. В общем, продолжаю обзор хостела. Вот, почти бизнес-лаунж, зона отдыха с камином. Там дальше настольные игры, по идее, есть. В общем, создано все для того, чтобы вы получали удовольствие, даже если вы путешествуете один, чтобы вы могли знакомиться, общаться. Это, правда, не про меня. Я обычно ни с кем не знакомлюсь, не общаюсь. Я просто хожу на футбол. Ну, настольный футбол, это понятно, это классно. А вот это, посмотрите, керлинг, знаете? Тут, как я понимаю, такой
Простой аналог керлинга. Я бы как-то поиграл. Таким был первый день этой поездки. Ну, конечно, в Копенгагене можно было и побольше провести времени. Но неплохо, что я хотя бы на денек заехал. Мне понравилось, получил впечатление. В обед уже вылетаю в Париж. Там будет Франция, Италия. Я буду в гостевом секторе с итальянцами. Спасибо за просмотр.